Дикая природа русского севера. Суровая, загадочная и пугающе молчаливая, она сводит с ума своим особым шармом. Тысячи километров абсолютного одиночества и бескрайних просторов. К этой поездке наша команда готовилась несколько месяцев, но мы все равно почувствовали себя немного ошарашенными, оказавшись один на один с этой величественной северной пустыней. Место, в которое мы отправляемся, Губа Кутовая, находится в 130 километрах от города-героя Мурманска. Часть маршрута проходит по совершенно диким и непригодным для пеших прогулок дорогам. Где-то там, вдалеке от цивилизации, на берегу Баренцева моря находится крохотный гостевой домик, ожидающий нашего прибытия. Сударь Сережка, сударь Алешка, не путать, это важно. И прежде чем мы начнем с вами сегодняшний серьезный разговор на берегу Баренцева моря, хотелось бы попросить вас, чтобы вы сразу заочно подписались на канал. У нас прощения. Не, на канал подписались. Потому что не все досматривают до конца, когда мы об этом просим. То есть проявите стержень. И в принципе мы можем начинать рассказывать вам о своем невероятной... Керосиновую бензиновую хата, по-моему, горит. Диман, хата горит. Из Москвы в куда? В Магадан. Нет. В Мурманск. Да. Из Москвы в Мурманск мы прилетели с такой же любовью, словно в Париж, но в Мурманск. Начинается наше приключение по обыкновению с аэропорта Шереметьево, города Москва, куда наша сударская бригада выехала в прекрасном расположении духа. Аэропорт Мурманска встречал нас температурой в плюс 3 градуса. Увиденное там немного вогнало нас в ступор. Однако мы решили не терять времени и сразу отправиться в сам город, чтобы успеть перед сном отведать местной кухни. Мы с Сергеем прибыли в город Мурманск. Зал прилета, смотри, вот это сними, вот видишь, зал прилета, мы наконец в Мурманске. Здесь отличная погода, кстати, единственный плюс этого города, который лично я пока заметил, это то, что сейчас еще в 20:42 минуты светлое время суток, в отличие от Москвы. Да, но Москва хуже, чем Мурманск, можете не переживать. Там даже такого нет, там сейчас темень, просто глаза выколи. Особенно в лесу где-нибудь там это, если в Подмосковье. В принципе, это первые у меня впечатления были, у нас, Серега, что мы где-то на территорию какой-то школы вообще попали, а не в аэропорт. Да. То есть ты выходишь, и тут первый видишь какие-то сараи разрушены. И акции упали. И акции падают тут. Это только здесь происходит, аномальная зона. Сколько? Сколько? Ну сколько? Если позапрошлом году китайцы ездили. О, ну китайцев много вообще. Миллиард, да? Не, ну не миллиард, но человек 100 точно понимаем. А северное сияние есть еще? Все уже. Как все? Да, обратно нас. Я тебе говорю, паленый был. Не, просто я занимаюсь этим, поэтому... Северным сиянием занимаетесь? Ты можешь делать? Организуйте. Но вот это само по себе очень вкусное, насколько я знаю, это морская галька, морская надька и речная глина. Попробуй. Камни, во, пацаны. Вкусные очень у вас. Камни вообще заходят. Алексей, топи. Что, прям целиком? Прям целиком. Ну ты животное. Ну как, Алексей, ощущение Ну не знаю, ну того, что ты лох? чипсы вкусные. Чипсы вкусные, на, зажуй салфетки. Так вот что-то вот этим вот литол или что это вот вы зря измазали. Вот это краб, вот это ошметок краба. Прошу обратить внимание, ваш взгляд в вот эту вот область, это называется рот. Похоже на вот... Я понял, краб делают из крабовых палочек. Очень похоже на этого. Это Рудольф, да? Да. Это Рудольф. Это мейнстримовый флагманский главный олень Санта-Клауса Рудольф. Смотри. Хочу обратить ваше внимание, что его кости зверски переломали перед тем, как подать это мясо с костями к нам в брусничном, охренительном соусе. Да, кстати, пиво тоже нацеженное с оленя, называется пивлень. Оленей страх она называется. Оленей страх, да. Санта-Клаус не одобряет.
Сейчас уже за полночь, Мурманск, и мы решили то, что не доели в ресторане, вот эту пищу, как гастрономическую, вот, верите, нет? Это красная рыба, икра красная, крабы камчатские. Мы решили тут это сделать. Короче, мы оставляем это для собачек местных. И с утра посмотрим, съедят они или нет. Ну, кстати, мясо нормальное, не знаю. А вот эта оленина, нам вообще никому не понравилась она. Ну, я без обид вообще. Кто-то ее не ест, кто-то, в принципе, попробовал, не понравилось. Смотрите, какой стол накрыли, это собачка мурманская. Вот, и чтобы сразу вы не говорили, что мы зажратые московские какие-то лупни, Сергей скажет вам... Лучше покормить собаку, чем все это выкинуть на помойку. Это какой-то абсурд просто. Вот это подъезд, а вот это наши окна. И, короче, мы сейчас час ночи, мы легли спать, и Серега начал орать, говорит, Байден к нему в окно заглянул. Мы выбежали на улицу искать Байдена, Джозеф вот этот, который младший. Мы, короче, вообще в Мурманске, он за нами подглядывает по окнам. Байден, Бадя. Короче, Байден про окно, да, заглянул? Что он сказал? Володя! Он тебя перепутал с Путиным. Володя. Темы камни бесконечности. Ставьте лайк, если считаете, что у Регины Тодоренко хороший обмен веществ. Мурловске. Мы в Мурловск прилетели, а Калининград, Алексей говорит, это совсем другое. Это очень важная информация, потому что я все думал, где же я, кто я. И я не могу найти себе место определения. Мне на какой-то момент началось сказать, что я морской гребешок. Слышь, мужик, а ты... Слышь, Вы нас отпустите, когда мы договорим? нас хату обносят прямо во время эфира. Видел? Ноутбук новый вынес. Кто-то выставил. Мы заселились в какой-то хостел на улице Карла Маркса. Не да? в хостел. Мы заселились в арендуемую квартиру. Но Кормили пшеном голубей, как сейчас помню. Да, если вы желаете повторить наш маршрут, то вам нужно ехать по адресу, который мы вам не скажем. Это Карла Маркса, 7А, квартира 18. Как вы можете знать, мы вчера вот оставили из ресторана. Это икра красная. Лимонные стали есть. Я не умею. А на них же права нужны на снегоходы. А мои права только в Конституции оставили. Других прав у меня нет. Пока. Мы сейчас договариваемся о том, куда мы отправим. Из этого прекрасного места мы хотим нравиться еще более прекрасное место. Алексей, Вот, и потом мы съехали. Алексей, напомни мне, тебя Алексей зовут? Просто у меня, сам это понимаешь, альцгеймер. Сложный вопрос, валишь на меня вообще. Сам Мурманск, у меня такое ощущение было, что это В дыре. такой большой город длинной с дыре. крупными серыми зданиями. Ну это, короче, как движок игры, Сережа уже сегодня говорил теорию. Черноруссия. Как движок какой-то игровой, где большой открытый мир, нарисовали какой-то город, но из-за того, что компьютер тормозил, все эти красоты не успевал обрабатывать, там скрутили настройки графики, убрали весь лишний трафик, мобов, людей, и получились просто вот эти основные каркасные... Дыры. Каркасные Домные дома, дыры. и ты между них ходишь, серый какой-то. Ну, Ладно, муромчане на самом деле без обид. Ну, сами муромчане по себе люди хорошие, отзывчивые, приветливые. кстати, люди, да. Да, действительно. Но, блин, у вас есть свои какие-то красоты холодные, это горы не выросшие. Сопки, то есть. Но природа тут действительно... у вас хорошие рестораны, у вас очень отзывчивый там персонал, люди, даже пьяницы, которых мы встретили вечером, они были очень добрые, отзывчивые, приветливые и на мерседесах. И пахнет Таксисты пряниками. хорошие. Все пахнет пряниками, воздух свежий, здесь, ну, очень качественная продукция продуктов, море продуктов. Скажем так, Потому что здесь Баренцево море, извини, пожалуйста, я хочу тебя перебить еще раз. В самом городе Мурманске мы провели крайне мало времени. На все про все у нас было около 2 часов, прежде чем из съемной квартиры нас заберут ребята из фирмы Тундра Хаус в увлекательное путешествие по бескрайним северным просторам. Что касательно самого Мурманска, это крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Население города 280 тысяч человек. Кольский краевед, доктор исторических наук Иван Федорович Ушаков считает, что слово «мурман» произошло от слова «норман», что в переводе со скандинавских языков означает «северный человек». Это, на удивление, спокойный город с приветливыми людьми. По крайней мере, никакого дискомфорта мы не ощутили, чувствуя себя вполне в своей тарелке.
Хотя только и успели, что пройтись по главной городской площади, да посетить местный Макдональдс. Короче, выехали мы из этой Карла Маркса 18А. Связались с нормальными ребятами. Вот сразу нам они Я на ответили. Мерседесе приехал, мужчина очень приятный, его зовут Ихтиандр. Ихтиандр, да, его звали Ихтиандр, ну и зовут Ихтиандр, он в прошедшем времени. Нахуй! На классном большом Мерседесе. И вот мы отправились к нашему основному туристическому маршруту. Примерно в 100 километрах от нас находится небольшой поселочек при туристической станции под названием Титовка. Именно там нас ждал гид, с которым нам на снегоходах предстояло преодолеть еще 50 километров по дикому Заполярью, прежде чем мы прибудем к нашему туристическому домику, находящемуся на берегу Баренцева моря. Отъезжая от Мурманска, с каждым километром становилось все заметнее, как за окном нашего микроавтобуса промышленные районы постепенно сменялись каноничными северными пейзажами. Небольшими сопками, застывшими озерами, бескрайними степями. Дорожный трафик рассасывался, зона покрытия мобильной связи постепенно начинала терять стабильность, то тут, то там мелькали придорожные военные обелиски. Места памяти славным подвигам наших прадедов. Вот так он выглядит. Стоянг. Тут, смотрите, мы не одни, там он... семьями люди приезжают. Потому что тут мы переоделись, смотри, ща, космонавты. Только мне шлем ОМОНовский не дали. Ну что, Сань, ОМОН Пава? Дайте не слышу. Это плохо. Как же мы будем друг с другом общаться? Не боимся, смешивать. Переломы часто бывают? Перелом рук, ног? Да. Не было еще? Сделаем. Сделаем. Мы поедем 20 километров, по озерам 30. Иногда может А по быть, озерам сейчас не 40. опасно? Озера еще у нас, мы объезжаем озера по берегу. Озера у нас во льду и рыбаки ловят. То есть там, где мы поднимемся, там намного холоднее. Я сейчас чувствую первый поворот с Диманом будет, а Алексей пойдет в дикую панику и спрыгнет со снегохода и покатится снежным комом с горы. Таким же эффектом снежного кома, как наш канал должен расти, набирать подписчиков. Ну, это правда. Мы открыли себе такой новый вид транспорта, который называется... Снегоход. Это слово по снегу ходит, короче. Нет, снегоход, снег горячо, снегоход. Снегоход. Он топит под собой снег за счет двух мощных топильных гусениц и по колее едет вперед. Короче, мы втопили на них, Словно мама, не ветер. горюй. По тундре, ветер в лицо, ребята, это все мы, естественно, показываем мы. Ну вот, собственно, здесь и началось то, ради чего все и затеялось. Снегоходы, ветер в лицо, бескрайний север России и, как ни странно, полное умиротворение. Примерно 2,5 часа пути мы проделали на средней скорости 50 км в час с небольшими остановками на исторический ликбез. Сопки сменялись озерами, озера сменялись рощицами из карликовых берез. Ни души на всю округу. Лишь только ты, свист ветра и припорошенные следы от снегоходов других туристов, которые накануне могли проезжать тем же путем. Да, и был такой момент, когда земля разверзлась, и я с моим поводырем, спутником, водителем Дмитрием, с
навернулись со снегохода. Да, посмотрите, видите, у него ошкваренный подбородок, ну, если это вообще хоть как-то видит. Из-за того, что они попали в жесткую снегохода-аварию. Тоже опасно едут. Может одному слезть? Да. Черт, у нас авария. Я думал, он тяжелее. Я пошел домой. Короче, сейчас у нас новоселье будет. Сняли Бладхату на день, на 2, это сколько там, на день. Блин, надо ноги разбивать. Это глянь. Отапливать улицу. Понятно. Закинули, вернули в обратное положение. Ага, У нас понятненько. есть на территории Wi-Fi. Ага. Подключаться будет? Да не знаю, не, у нас свой есть. В принципе, Свой не Wi-Fi, нужно. да? Вот этот комплимент, это бухнила какая. Ну, че, это водка? Это наш настойка рассол. Это туалет Лёшкина спальня. Вот. Наверху нам девушка сказала, находится 2 спальни. Одна с 2 кроватями, другая с 3. Сейчас мы посмотрим. Вот они. Наши кроватки. Ну все, доехали, распаковываемся. Сергей, Да, это я. Это я, Сергей. Борщ с крабом. Это я. это ты? Да, Кто- я, кто нет. из вас Я краб с борщ с борщом? крабом, дурак. Ты Это бор- суп. Ой, это Сергей. Сергей, расскажите, пожалуйста, про поляну. Ну как, полена у нас классная. Как можете обратить внимание, здесь мой друг копченая картошечка, то есть которая печеная, лимон в виде апельсина, а водоросли чука, блин, у меня вечно проблемы с буквой Р. Водоросли чукча, лягушачья трава вот эта болотная, я ее называю болотничок мошонка, икра горчицы, очень редкое в виде желтых зернышек, и вот это филе белого лосося. Что ты херню, я тебе про ясную поляну говорю. Ой, у тебя подбородок красивый какой. Разбит? Это кровище там. Когда успел? Ну, когда... Ну, когда падал. Вот еще одна картошка, это убитый потатус я его зову. Ничего, что я борщ с крабом ем Сергея. После небольшого перерыва и обеда мы вновь отправились в путь. В так называемое сафари по небольшому полуострову Средний. Уже набив руку и обретя уверенность, скорость наших снегоходов удалось разогнать до 70 км в час, скользя по ровной глади замерзших озер, которых в округе было больше 1000. На горизонте свинцовым грузом висели мрачные тучи, надвигалась непогода и снежный буран. А мы держали свой путь в сторону заброшенной полярной деревни под названием Выкоп, про которую в этих ваших интернетах нам не удалось найти никакой информации. А вот лицезреть собственными глазами – пожалуйста. К слову, рядом протекала речка с таким же названием. Вот про нее информации достаточно. Привет. Фотография хорошая будет. Ух ты ж. Сань, я сразу понял, что тут не мелко. Нет, здесь не дойти так только если. Так, а еще раз, а можно, как она называлась деревня? Поселок Выкат.
Выкат, а я сижу Выкат, готов. да. Выкат. И это самое, здесь одноименный ручей, Выкат, он впадает в большую волоковую. Тоже симужей, тоже оленей очень много, они любят это. А, ну тут, судя по всему, баночки какие-то, скляночки. Тут происходил распил. Возможно, бабла. Видите, стружки какие-то, хомячины. Такая тут порода. Держится. Перекрытие балочное. Смотрите, это все так справляются. Вот это я понимаю, заброшня. Ну, как Выгул. Как деревня? Выкат. Выкат. Кстати, я на самом деле очень хорошо поворот. Тут, короче, когда людям выдавали при Советском Союзе квартиру по программе доступного жилья, сюда люди приходили, у них глаза были на выкат у всех. Они, мы что, тут жить будем? Ни хрена себе, вы что, офигели? И так вот, Сидит, как сидел, так в сидит. принципе, мы приехали, у нас тоже глаза на выкат. Ну, выкатываются. Выкатывайтесь, говорят, отсюда, выкатывайтесь. Ну вот, они выкатились. И село заброшенное. 2 градуса у нас здесь максимум по мурманскому прогнозу погоды в Фаренгейтах, ой, в Цельсиях. В Фаренгейтах у нас был бы минус 90 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь. Мегабайтов. Фаренгейт, он такой парниша, он все очень любил очень преувеличивать. Мы были в бане. Хуй ты страшный. Мы были в бане, и потом мы сидели в купели, в которой наш коллега и наш повар, помощник повара и еще кто-то принесли моллюсков, вот этих вот, ну, морских Гадов, гребешков, гадов. Да. Мы их окунали в соленую воду, потому что наша купель состояла из соленой воды, горячей, с подогревом, с постоянно горячей струей. Да, у нас она была не такая От нее соленая. шел пар, и мы окунали в них этих моллюсков, они размокали, открывались, и Алексей брал их и просто вот так вот к херам. Во-первых, без мата. Ну да, без мата к херам. И знаете, как класс сидишь, что значит, история была такая. Сижу я как-то на берегу Баренцевого моря в купели. Со мной ребята рядом нормальные засаливаются. Там таких историй вагон был. Сидели мы как-то на берегу Баренцевого моря. В купели? Купели? Ты тоже в купели был? Подожди, давай в море полезем лучше. Давайте, можно заходить. Первый заход, Сережа. Ребята, это круто. Ой, трусычки потерял. Не, пацаны, как бы у меня не готова эта серия. Пацаны, ну я... Кто-нибудь может поорать? А ты можешь петь? Золотая чаша, золотая. Полевая кухня, полевая. Я побежал, два, пойдем. А это морской гребешок получается, правильно? Вот то, что это морской гребешок, второе. Ну, ракушки, это гребешок, да? Помочь? Давайте мы поможем. Вот так вот. Приоткрыли, оно все равно закрывается. Так проводите, стреляете. Все, отходное и... Блин, он закрывается, он не хочет, чтобы я его сожрал. Господи, какая жесть. Она просто, знаешь, что у тебя 50 подписчиков на ютубе? Блин, На глаз тебе попал, заражение начнется. Я в камере. Блин, он шевелит. Блин, он шевелит. Ешь уже, блин. Как ты кровожаден. Блин, он тоже шевелится. Шевелится. Лежит как ходит, блин. А ежей-то вы поели, нет? Да. Охуеть. Вкусненько, да? это похоже на... Прости, Игорь. Она точно живая? Да. Да, я же тебе показывал, она закрывалась, не хотела открываться. Ну потому что приемные часы до обеда, а сейчас уже вечер. Смотри. Короче, морского ежа икра, она похожа, знаете, на селедочную. Ну, а вкусный. Селедочная. Вот, Лёха, вот этого подевай, открывай. Вот и поймешь, что он живой. Я понял, я надеюсь. Нет, попробуй. Блин, а я не больно? Нет, им пофиг. А, он сам вот открывается, дышать хочет. Смотри, сами открываются.
Смотри, вот открылся. А что делать? Дай, смотри. Дай Леша почувствует, что он живой. Я открываю, он не хочет. Он чувствуешь? Рви ему лицо. Все. Но если это не буду. Как не буду? Вот это белое тебе доставай и ешь. Давай я буду есть. Давай, доставай белое и ешь. Я вот это хочу. Нельзя не есть еду, которую ты убил, чмо. Я не убивал Это никого. недостойно. Что ему рот порол? Я не знаю, что это. Жопорот. Да, и вот, грубо говоря, не знаем, где вы сейчас находитесь, а мы находимся не иначе как в тундре, вокруг нас нет никого, здесь не ловят в сети, этот В ТМС. сети здесь, хотя Иван сегодня в сети, Иван это наш гид был, по совместительству наш повар, точнее не повар, а добытчик нашего повара. И он попал в сети, он попал в сети, он поймал в сеть нам морских ежей. Все, в принципе. Чую, все? Нет, не все. Морских ежей, морских гребешков, крабов 2 штук, картошку, огурцы, морские водоросли, Собаку. салат, собаку. Короче, вот это я понимаю, фишролл суши сет, мать его. Сударский ужин. Сударский ужин, ну скромный, что поймали вот там вот за окном. Сергей уже есть гребешков тошит, мы только с бани. Блин, я так понимаю, что он был горячий, но мы пока парились, короче. О, лось хороший. А кто тут лось? Лось, он тебя вон явился уже. Серьезно, лось? Можно будет... Лосятина, реально? Лось. Лучше, чем этот был? Рудольф. Да. Так, лось. Что стряслось? Вот это лось. Лосятина. Пробуй лося. Он же тушеный. Блин, ништячок. Очень мягко. Как творог какой-то. Вот это щепотка, вот это натуральный карбон. Привет. Ребята, это так по-сударски. Короче, сударь, сударыня, бывали ли вы на Баренцевом море, а? Купались ли вы в нем в 4-градусную жару? Ели ли вы гребешка морского, Крабы. баренцевского, атлантическо-океанского, краба большого? Были ли вы вообще в тундре? Для меня это слово до сегодняшнего дня что-то вообще волшебное означало. Подъезжали ли вы на снегоходах к границе с Норвегией, где вам МТС, когда не ловит связь, пишет: Сергей, добро пожаловать в Норвегию. Это был сударь Сереженька. Сударь Алешенька, Ваши вечные гиды в этом, голубой лагуны. в этом темном мире, в эти смутные времена. Непроглядная пучина в этом мраке с дна. Мы Опять. дарим вам немного этого позитива и Любви холодной, нордической, баренцевской любви из теплой морской купели. Санек что-то собирает, там у нас камин раскаминился, сейчас будем писать вставочки, рассказывать из последних сил о дне, который сегодня у нас был. Это был чудесный, удивительный день, необычный. Стою на террасе нашего дома и метрах в 50 от меня Баренцево море. Ну, не видно, уже очень темно, но вот поверьте, оно вот тут вот. Кстати, мы даже двери тут не запираем ночью, потому что полярные медведи не умеют их открывать, а воровать тут некому, потому что это не в зоне действия вообще сети МТС место находится. Да ну, сосед. Зачем сидишь? Лежим тут мы как-то на берегу Баренцева моря. Я, Сергей, да пара наших товарищей. Ну так, кстати, печь не надо было включать? Пописать там в нее по-пионерски, в буржуйку. Натоплено, так все, вообще огонь, жара. Окошко приоткрыто. Ну, воздух, ну, очень жарко, душно от печки. И слышно, то ли Баренцево море ворчит, то ли ветер бродяга шуршит. В общем, мы находимся сейчас в самой практически северной точке России, матушки. Одной из самых северных в тундре. Достаточно уютная, действительно, намного уютнее, чем до этого мы ночевали. В тараканнике. Так вот я могу сделать. А вот что вижу я в это время. Вот так вот. Косая крыша. Вон там окошко. Вон оттуда идут эти звуки. Все, спокойной ночи, Брайтон-Бич. На этом, чтобы не утомить почтенного зрителя, мы завершаем наш рассказ. Но история пребывания в заполярной тундре обязательно будет продолжена в одном из следующих наших выпусков. И если вы не хотите пропустить это повествование, не забывайте подписываться на наш канал.